Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александр Захарченко, я представляю проект HobbyKeeper, и сегодня у нас обзор личного онлайн-кабинета от HobbyKeeper. Прежде всего, что такое онлайн-кабинет и для чего он нужен? В первую очередь, это инструмент, который позволит вам вести учет вашего коллекционного материала. Неважно, это могут быть монеты, марки, банкноты, все что угодно. С любого устройства, со смартфона, планшета или компьютера, в вашем личном интернет-пространстве. Также вы сможете делиться ссылками на ваши коллекции со знакомыми или друзьями и публиковать ссылки в интернете, например, на форумах. Итак, познакомимся с личным онлайн-кабинетом. Чтобы зайти в онлайн-кабинет, необходимо на сайте HobbyKeeper перейти по ссылке «Личный кабинет» в главном меню. Мы попадаем на страницу входа в личный онлайн-кабинет. Чтобы попасть на эту страницу, можно также ввести в адресной строке ссылку myhobbykeeper.com и сразу попасть в личный кабинет. Так, ну вот тут у меня уже заведенная запись. Мы сейчас удалим ее и покажем полностью весь процесс от начала до конца. Так, смотрите, вот на странице входа, если у вас не создан аккаунт, его можно создать. Вот здесь есть кнопка «Еще нет аккаунта», «Создать». Нажимаем «Создать». Мы переходим на страницу регистрации. Здесь нам нужно ввести e-mail, придумать пароль, ну, нажать «Регистрация». Да? Но специально для сегодняшнего видео я уже завел e-mail на Gmail. И сейчас мы попробуем зарегистрировать личный кабинет на эту электронную почту. Так, электронная почта 1000 gmail.com. Придумываем пароль для личного кабинета. Соглашаемся с политикой. Нажимаем «Регистрация». Так, вот можно сохранить пароль сразу. Вот, у нас появилось сообщение, что отправлено нам регистрационное письмо на почту. Проверяем почту для регистрации. Вот, нам пришло письмо от HobbyKeeper на подтверждение нашего email. Так, здесь у нас ссылочка, по которой мы должны подтвердить email. Переходим. И у нас открылась страница личного кабинета. Так, что мы тут видим? Мы видим здесь образцы основных 5 коллекций. Это монеты, живопись, марки, открытки и банкноты. Ну, давайте зайдем в одну из них. Так, вот образец коллекции монет. Это объекты коллекции монеты. Здесь описание. Мы можем перейти в каждый объект. Аверс-реверс. Описание объекта. Так, картинку. Показывает картинку. Объект можно отредактировать, но сейчас мы этого делать не будем. Мы лучше создадим свою коллекцию и заведем свои монеты в ней. Так, уйти. Что еще у нас есть в меню личного кабинета? Так, ну мои коллекции понятно. Избранная. Это избранные объекты, их пока у нас нет. Публичные коллекции. Это коллекции, которыми поделились другие пользователи HobbyKeeper Online. Мы их можем посмотреть. Вот коллекция из одного объекта.
например, лайкнуть или добавить в избранное. Так, ну сейчас мы попробуем добавить собственную коллекцию в кабинет. Нажимаем «Добавить коллекцию». Выбираем тип коллекции. Ну, у нас это будут монеты, но можно добавить коллекцию, в принципе, любого типа. Вот здесь перечислены 5 основных. Там монеты, открытки, банкноты, живопись или марки. Также есть кнопка «Еще». И здесь вот много-много типов коллекций. То есть, в принципе, любой можно выбрать. Если какого-то типа нет, допустим, вы собираете что-то, чего нет в этом списке, есть кнопка «Нет нужного типа», нажав на которую открывается окошко обратной связи. То есть здесь вы пишете сообщение, что там нет вашего типа коллекции. Нажимаете «Отправить», можете вот приложить файлик, например, с описанием коллекции. Вот, нажимаете «Отправить», мы с вами свяжемся и создадим для вас новый тип коллекции, который вам нужен. Вот. Файлик можете, да, приложить сразу с описанием коллекции, чтобы нам было проще создать коллекцию с необходимыми полями. Мы будем создавать монеты. Вот у нас она подсвечена, что мы создаем коллекцию монет. Далее. Вводим название коллекции. Так, ну я там уже на самом деле подготовил фотографии монетки. Это будут 10 копеек 1861 года. Такой знаменательный год для нашего Отечества, отмена крепостного права. Ну и, соответственно, коллекцию назову «Российская империя». Так. Российская империя. Описание. Ну, здесь что-то можно написать, да, там можно какое-то краткое описание коллекции, что она содержит. Но здесь мы просто напишем «Моя коллекция монет». Так, язык коллекции русский. Записать. Все, ура, коллекция создана. Вот здесь вот наверху написано «Российская империя», это название коллекции. Пока она у нас пустая. Добавим монету в коллекцию. Так, добавляем. Пишем наименование. Я напишу еще СПБ. Так, сохранить. Вот, открылось окно объекта. Здесь наименование и поля для описания объекта. Статус, страна, серия, правитель, очень много тут характеристик, которые мы можем занести. Так, ну давайте добавим статус. Это справочные характеристики. Так, вот здесь у нас уже есть что справочное. Это значение подтянулось из других коллекций, из коллекции шаблонов. Там все объекты указаны, что они справочно расположены. Давайте мы здесь укажем в наличии. Так как эта монета у меня в наличии, укажем в наличии. Так, страна. Добавим Российская империя. Есть. Так, правителем в то время у нас был Александр II, царь-освободитель. Так, номинал, естественно, 10. Так, здесь у нас копейка. Да, и, друзья, я хочу заметить, что вот эти справочные характеристики, которые мы вводим,
А, их нужно будет их нужно вводить один раз, вот, и в дальнейшем просто выбирать из списка. То есть, когда мы будем заводить следующую запись, например, 15 копеек, да, копейка уже будет заведена, ее не нужно будет вводить заново. Мы просто ее выберем из списка. Так, 861 год. Ну все, больше, наверное, мы ничего тут заполнять не будем. Так, пробежимся, прям тип, гурт, ну, в общем, все основные параметры, необходимые для описания монеты. Форма, монетный двор. Вот, для рынка есть отдельная закладка. То есть, если мы купили монетку, тут можно занести продавца, дату покупки, цену и так далее. Если продали, то, соответственно, покупателя. Описание — это текстовое описание. Так, изображение. Вот. Фотографии я уже сделал. Если вы пользуетесь личным кабинетом на компьютере, то можно с жесткого диска подгрузить, да, фотографию. Если вы пользуетесь со смартфона или планшета, то фотографию можно напрямую сделать с устройства. Так, добавить изображение. На рабочем столе папочка монеты. Так, вот открылся редактор изображения. Здесь мы можем обрезать, задать маску для изображения, повернуть, ну, изменить это, добавить опять изображение, да, отменить. Так, все так расширяется, сужается. Ну, не знаю, давайте зададим круглую маску, красивую, да. Так. Вот, готово. Сохранить. И добавим реверс. Угу. Сохранить. Вот, мы добавили изображение нашей монетки. Нажимаем «Записать». Сохранить изменения, сохранить. Так, ура, изменения сохранены. Вот наш объект, наша монета. Изображение. Мы сделали обрезку, и фон стал прозрачным. Если бы мы сделали обрезку квадрат, но, соответственно, здесь были бы углы. Так, аверс, реверс. Все. Возвращаемся в коллекцию. Вот наш объект. Прекрасно. Так, мы можем добавить еще объекты, но мы пока это не будем делать. Я сейчас продемонстрирую функцию импорта из файла Excel. Вот есть такая замечательная функция. Если вы ввели коллекцию в Excel, вот, то можно эти данные импортировать в HobbyKeeper без лишних хлопот, да, чтобы не вводить ничего руками. Вот у нас есть пункт меню «Импорт из Excel». Укажите коллекцию, в которую будете импортировать данные. Выберем свою коллекцию. Вот наша коллекция «Российская империя. Монеты». Да, образцы коллекции можно удалить.
чтобы они нам не мешали. Это мы потом сделаем. Так, выбрали коллекцию. Здесь, в принципе, описано, как импортировать данные. То есть нужно открыть Excel, выделить необходимые данные, скопировать в буфер и вставить вот в поле данные из Excel. Ну, Excel-очку я уже подготовил. Вот она у меня открыта. Так, выделяем все, копируем. Вставляем. Так, вот наша табличка скопированная. Сейчас мы должны задать соответствие столбцов необходимым характеристикам монет. Так, это у нас наименование, год, монетный двор, материал, проба, тип гурта, ориентация, правитель, тип выпуска и страна. Так, все, мы соответствие расставили. Загружаем данные. Подтверждаем. Данные импортированы. Заходим в коллекцию. Вот монета, которую мы ввели вручную. Вот две монетки, которые у нас загрузились из Excel. Заходим в одну из них. Так, вот данные, которые импортировались. Наименование страна, правитель, год, тип, гурт и параметры. Все, что мы добавили, все здесь появилось. Наша коллекция содержит уже целых 3 объекта, 3 монетки. Одна из них, которую ввели вручную, 2, которые загрузили из Excel. Вот смотрите, у нас не заполнен номинал. Этого не было в файле Excel. Давайте заполним номинал вручную. Нажимаем «Редактировать». Это у нас 15 копеек. Вот про что я говорил, что копейка уже у нас есть в списке, ее добавлять не нужно. Просто выбрать копейка, записать. Так, вот у нас номинал добавлен. Возвращаемся в коллекцию. И для 20 копеек сделаем то же самое. Записать. Все, у нас здесь в списочке тоже появился номинал монет. И сейчас мы можем добавить фильтр. Отфильтровать данные по какому-нибудь признаку. Ну, так как у нас страна, монетный двор, прочие характеристики совпадают, давайте попробуем отфильтровать список по номиналу. Так, добавить фильтры. Добавляем свойство, по которому будем фильтроваться. Вот здесь у нас доступные номиналы в нашей коллекции. Добавим, например, 10 и добавим 20. Все. В нашем списке остались только 10 и 20 копеек. Да, кстати, список можно выводить как карточками, так и, собственно говоря, строками. Вот эта вот кнопка, она меняет вид отображаемого списка. А сейчас давайте попробуем фильтры убрать.
Так, ну берем, например, 20, да? Так, вот мы убрали фильтр 20, осталось только 10. Вот наша монетка 10 копеек. И уберем все фильтры. Отлично, фильтры убраны. Мы видим все наши монеты в коллекции. Так, посмотрим, что тут у нас за 3 точки. Здесь находятся функции копирования и удаления. Скопировать монету, ну, это нам может потребоваться, когда у нас, допустим, в коллекции есть одинаковые монеты, чтобы нам не вводить все свойства записи заново, мы можем просто скопировать объект. Давайте попробуем. Вот здесь у нас появилась 10 копеек 61 года копия. Сохраняем. Так, вот у нас открылась скопированная запись. Здесь полностью все характеристики, которые были в записи, которую мы копировали. Получается, для второй монеты нам ничего вводить не нужно. Можно будет добавить только ее изображение. Все, записать, сохранить, да. Изменения сохранены в коллекцию. Вот у нас две монетки. Оригинал, вторая скопированная. Сейчас давайте перейдем в коллекции. Вот наша коллекция, шаблоны. Давайте поудаляем шаблоны. Все шаблоны у нас удалены, осталась только наша коллекция. Вот здесь в углу мы видим значок, да, треугольничек. Он означает поделиться коллекцией. Нажимаем настройки доступа, наименование моя коллекция, описание коллекция. Далее. Вот с кем мы можем поделиться коллекцией. Со всеми в интернете. Это мы получим ссылку на коллекцию, которую можно публиковать, ну, например, там, на форуме или там в своей соцсети. Для всех зарегистрированных пользователей эта коллекция появится у всех пользователей HobbyKeeper Online в публичных коллекциях. Или для выбранных пользователей. То есть коллекция появится только у тех пользователей, которых мы задали. Но здесь мы должны знать их e-mail. Имейлов мы не знаем, поэтому опубликуем для всех в интернете. Вся коллекция или выбранные элементы. Здесь мы можем добавить, какие элементы мы публикуем. Ну, например, мы хотим опубликовать только 10 копеек. Да, 10 копеек. Ну, еще 15. Готово. Так, вот у нас 10 и 15 копеек. Далее. Здесь здесь указываем, какие мы публикуем характеристики. Ну, например, мы не хотим публиковать характеристики рынок. То есть, чтобы никто не видел, за сколько мы купили нашу монетку. Далее. Публикуем без ограничений или с ограничением по дате. То есть, если мы зададим ограничение по дате, то мы можем указать, с какого числа будет доступна публикация и по какое. Когда дата будет превышать конечную дату публикации, публикация станет недоступной. Мы сделаем без ограничений. Сохраняем. Вот, смотрите, у нас появилась ссылка, которую мы можем размещать, ну, где нам захочется. В соцсетях, например. Скопировали ее. И сейчас посмотрим, что появится по этой ссылке.
Смотрите, появилась наша коллекция из двух элементов, которые мы задали. Характеристики, которые есть у этого объекта. И, собственно говоря, если мы разместим эту ссылку, по ссылке будет переход вот на эту страничку, и люди смогут, так сказать, оценить, посмотреть вашу коллекцию. Именно те элементы коллекции, которые вы захотите показать. Так, перейдем опять в личный кабинет. Эту страничку можно закрыть. Так, это тоже мы закрываем. Вот наша коллекция. И сейчас проверим. Наша коллекция должна появиться в публичных коллекциях, так как мы ее опубликовали. Вот здесь вот публичные коллекции. Здесь мои, для меня, общие. Мои. Прекрасно. Вот появилась наша коллекция, которую мы публиковали из двух элементов. Так, ну что еще хотелось бы показать по личному кабинету. Импорт мы посмотрели, с публичными коллекциями поработали. Давайте посмотрим профиль. Так, ну, собственно говоря, да, вот наш профиль. Можно задать имя, псевдоним, по которому будут отображаться наши коллекции публичные в онлайн-кабинете. Дату рождения, понятно. Можно задать аватарку свою. И вот интересно, можно задать водяной знак. Тут мы указываем тип водяного знака. Это либо изображение, либо текст. Например, текст, да? Водяной знак. Вот такой у нас будет водяной знак. Смена водяного знака доступна только для платных подписок. Вот, если подписка бесплатная, то водяной знак будет стандартный Hobby Keeper. И сейчас, если мы перейдем в публичные коллекции, в мои. Так, вот наша публичная коллекция. Откроем изображение. И мы увидим изображение с водяным знаком. Здесь вот мой знак. Изображение защищено уже нашим водяным знаком, и им уже никто не воспользуется. Закрываем изображение и перейдем опять в профиль. Так, вот под нашей аватаркой указан тарифный план, который для нас сейчас действует. Сейчас действует тарифный план промо до 31.12.2021 года. Он действует на 2 недели после регистрации. То есть 2 недели после регистрации нам доступны все функции личного кабинета. Затем будут действовать ограничения. Чтобы эти ограничения снять, необходимо купить тарифный план. Вот, для этого нужно перейти по кнопке «Перейти на премиум». Вот. Здесь у нас доступны тарифные планы. Тарифный план Free. То есть здесь ограничение по дисковому пространству всего 100 мегабайт. Недоступны там публикации, обмен, качество изображений плохое. Недоступна смена водяного знака и так далее. План Basic. По дисковому пространству доступен 1 гигабайт. То есть, если будет превышать 1 гигабайт, вы больше не сможете добавить записей и изображений. Так, ну качество Full HD, да. И самый крутой тариф – это тариф премиум. То есть здесь 10 гигабайт дискового пространства, изображение в 4К, доступны все функции личного кабинета. Вот. Ну, разница в цене тут, да, 1000 рублей. Не знаю, насколько это критично для кого. Но... Вот. Здесь
Помесячная плата. Можно купить тариф на месяц или на год. Ну, получается, если вы покупаете тариф на год, то это будет дешевле. То есть 2 месяца экономии. Так, ну и последний пункт меню – это наши программы. По этому пункту меню мы переходим на сайт hobbykeeper.com в раздел «Программы для коллекционеров». Здесь список доступных программ. Эти программы есть как для компьютера, так и для мобильных устройств. В программах возможен обмен с личным кабинетом. Вот, например, Сейф нумизмата – это программа для нумизматов. Windows use доступны версии. То есть здесь превью видео, описание. Эта программа устанавливается на компьютер. Вы можете локально вести свою коллекцию на компьютере, а затем выгружать в личный кабинет. Но на программах я остановлюсь подробнее в следующем видео. Видимо, отдельно я сделаю видео для мобильных программ и для десктопных программ. Мы посмотрим, как вести коллекции в этих программах, как обмениваться с личным кабинетом, какие функции доступны, как это все выглядит. Ну, в общем, до новых встреч. Всем спасибо.